френды. Я Дэн Змей, профессиональный кайт-инструктор с опытом катания уже более 25 лет и с опытом обучения порядка 20 лет. По моей практике наиболее успешные ученики — это те, кто уже умеет кататься на доске. Самый лучший экспириенс — это вейкбордический, но в принципе и скейтеры, и сноубордисты, они тоже достаточно успешные. Тем не менее, я очень рекомендую перед тем, как вы начнете осваивать кайтсерфинг, перед этим лучше всего освоить вейкбординг. Были такие моменты, когда я находился в Таиланде, и там были дешевые вейк-станции. Учениками ходили туда кататься. И те ученики, которые за день-два освоили доску, они потом на следующий день показывали очень хороший результат при катании с кайтом на воде. Здесь же на Тенерифе условия достаточно жесткие, ветер, как правило, сильный, пляж для обучения не очень большой. На одном пляже можно улететь в море, в океан, а на другом там по ветру находятся скалы. Поэтому права на ошибку вы не имеете, да? Поэтому надо максимально качественно подготовиться к такому катанию. И здесь я рекомендую, опять же, это исходит из моего опыта, лучше тренировать отдельно владение доской и владение кайтом. Про владение кайтом у нас будут отдельные уроки. Сейчас мы постараемся вам рассказать, как научиться управлять доской, какие есть варианты, ну и вообще, как это по полочкам разжевать, с чего стоит начинать овладение доской. И на примере моего ученика и партнера я сейчас покажу вам, как правильно подготовиться, понять, что делать с доской. Потому что на воде будет мало места и время будет ограничено. Вот. Мы с партнером показываем, как все это происходит. Еще раз объясняю, бабушка с больной спиной помогает вам подняться с пола. И вы делаете это сами. Для этого вам надо накатиться как мячик на планку, но в какой-то момент остаться в тяге, остаться висеть на ней руками и телом. Вот. Поехали, пошел пауэр, вот, он поднялся и повис, да, вот так вот, да. То есть примерно так. Попробуй еще раз, может быть тебе легче будет, да, ты поймешь. Вот тяга пошла, ты встаешь и остаешься, да. Ну вот переступать не получится, доска немножко проскользит. То есть задача подняться на доску и остаться в таком положении. Не нырнуть сюда, вот покажи, что будет, если ты руки вперед, ты нырнешь и упадешь в воду, да, доска останется сзади. Опять же, если ты будешь сильно висеть, вот сейчас повисни сильно, ты будешь сильно грести доской, будет сильное усилие, будешь висеть, и доска вероятно, что она проскользнет, ты упадешь обратно на спину. То есть нужно занять вот примерно такое положение. Дальше, держись, дальше. Дальше, после того, как мы встали, надо довернуть ногу в направлении движения. Ну, сейчас ты переступом можешь делать, а так, ну, где-то вот так, да? При этом остаться сидеть на задней ноге и передняя выпрямленная. Желательно в идеале, когда уже все будет получаться, первичная стойка такая, даже может быть чуть в присядку, можешь согнуться. Вот попробуй сейчас присесть, как ты катался реально. Вот стойка может быть такая немножко кривая первое время. Потом ты выпрямляешься, подаешь бедра вперед и превращаешься в цифру 7. Вот так вот. Вот такая стойка практически идеальная. Сейчас я попробую показать сам. Давай меняемся местами. Ты меня тянешь. Хотя, не знаю, наверное, ты меня тоже поднимешь. Ты же бабушка с больной спиной, а я молодой старичок. Вот, вот, показываю как. Начинаю тянуть, я встаю и остаюсь в тяге. И довернул ногу. Видите, у меня это происходит долю секунды. Вот это правильно, еще раз смотри. А попробуй в другую сторону. Вот я лежу, вот ты начинаешь меня накатывать. Опа! Я встал, то есть я туда не подался. Я фактически встал и сразу уже вот в этой стойке. То есть когда ты поднялся, уже сразу стойку. Проскальзываешь доской в направлении движения. Либо правой ногой вперед, скакущей, либо левой, если в регуляр. Вот и все. При катании тоже задачка. Сейчас тяни меня чуть сильнее, я чуть-чуть сильнее начинаю сопротивляться. Я сажусь сильнее на заднюю ногу, давлю сзади, опять же больше пятками давлю доску, если в бок иду. Если в этот бок, понятно, носками. А эта нога более прослаблена. То есть 70%, 60-70 усилий на этой ноге и 30-40 на этой. Как только мы наступаем на эту ногу, доска начинает ходить под воду, и мы так и падаем. Поэтому мы всегда сидим на задней ноге. Это немножко неудобно. Это можно делать упражнение, такой пистолетик. Сидел на одной ноге, такой почувствовал, что ты на одну нагрузку. Потом раз попробовал другую. На другой ноге посидел. Тяги меньше, ты идешь такой более расслабленный.
Тяга пошла, какой-то рывок на повороте, сел сильнее, сильнее уперся, ты сильнее ее ногами. Ногами тягу перетягивай, не руками. Вот так вот кататься, как бы по первости можно, но очень шаткая стойка. Долго не получится. Самая успешная стойка — это вот цифра 7, когда руки практически выпрямлены. Более того, когда все будет получаться, можно ехать одной рукой, потом перехватываться другой рукой и кататься дольше. Показываю на примере уже тяги, которая идет наверх. У нас примерно такая же тяга будет с кайта, даже выше, наверное, или тяга будет с мачты, да? То есть вот когда мы встаем, фактически мы встаем вот из такого положения, там может быть я уже, да, мы лежим, это раз поднимаемся за тягой, то есть когда тяга упирает в доску, и мы поехали. То есть вот наше положение, то есть не туда и не сильно лежать назад. То есть встали примерно в такое положение, вот мы встали, это первая доля секунды. Дальше мы переводим доску, у меня любимая левая сторона, вот примерно вот такое положение. То есть тяга идет туда, а мы стараемся ехать чуть в бочок. То есть если это изобразить на доске, это будет выглядеть примерно вот так. Тут, конечно, лучше был бы песочек для таких целей, можно было бы кан показать. Вот, то есть мы едем вот так. Вот оно движение. То есть я сижу на задней ноге, передняя у меня впереди. Вот моя рабочая точка. Если я иду в другую сторону, но я не могу здесь проскользнуть, я перепрыгну. Я держусь вот так. То есть руки держатся ровно. Понятно, что кайтом потом будешь еще рулить влево-вправо. Но у тебя руки работают независимо, ноги независимо. Если хочешь сильнее поехать в бок, едешь сюда. Да, если хочешь сильнее за катером, значит едешь вот так, вот до плоской стойки, да, едешь вообще вот так боком. Немножко неудобно, удобнее с стойки ехать одной рукой, это когда уже умеешь. Вот. Или с другой стороной, естественно, когда умеешь. То есть стойка, вот поняли, вот такая, семерочка такая. Можно немножко там отклоняться для удобства, но это не значит, что надо там совсем сесть и так. Это тоже как бы ничего страшного, на такой позе просто сидеть неудобно. Так, что еще сказать радиослушателям? Ну, существует катание в обратной стойке, на носочках, но это все уже трюковое катание, об этом мы будем говорить, естественно, позже. То есть это все, что вам нужно знать о катании с доской. Сразу покажу. Значит, я уже зашел немножко вперед. В принципе, я могу кататься на доске сразу даже за катером, с трапецией. Стартовать в любом случае удобнее вот так. Потом, чтобы руки не уставали, можно как за кайтом вот так подтянуться и зацепиться на крюк. Здесь немножко другое. Вот это уже кайтерская стойка. Этим отличается кайтсерфинг от вейкбординга. Усилий на руках практически нет. Планка ходит вот так. Более того, в кайтсерфинге надо отучиться цепляться планкой. Для этого очень неплохо можно сделать тренажер из обычной веревки и петли. Вот не обязательно прям планку. Можно даже планку не иметь. Можно какой-нибудь там, не знаю, с дыркой палку прицепить. Там, не знаю. Просто на турник на косяк дверной повесил. И висишь вот такой, пробуешь, упираешься ногами. Вот стойка идет уже от пупка. Она бывает более низкая трапеция, или это поясная, есть сидячая, она чуть пониже крюк. Но в целом нагрузка такая же. То есть ты сидишь, фактически у тебя руки только рулят. В этом случае уже в кайтсерфинге ты управляешь кайтом. Вот этими вот так вот управляешь мощностью тягой, там задним закрылком, скажем так. Назовем это так, открытием, закрытием кайта. И ногами дальше уже рулишь, как тебе ехать. Туда, сюда, есть обратная стойка, то и сайд. Вот, там такие вот катания. Но это уже трюковое. Вот, обычное катание, оно происходит практически перпендикулярно кайту с небольшим наклоном. Практически то же самое, что в вейкбординге. Сидишь больше на задней ноге, на пятках. Передняя нога прослаблена. Можно упражнение пистолетик, как я говорил, использовать. Или другая сторона, если вы правы и ездите, ходите. Вот. И надо привыкать, это тоже очень полезное упражнение, привыкать, что вы телом держите кайт, телом держите нагрузкой. Тоже можно за яхтой такой потренировать, когда ты уже поехал, взять, одеть трапецию, едешь на ровной тяге, чувствуешь, что все хорошо, цепляешься, разгружаешь руки. Получается, что уже руки не работают, работают только тело и ноги. То же самое в кайтсерфинге. И этот навык, если его получить, гораздо легче потом будет управлять кайтом. Одна из самых проблем начинающих кайтсерферов, даже если у них получается что-то делать ногами, есть владение доской,
чуть что не так, цепляются в планку. А по всем как бы параметрам для вашей безопасности и правильного катания ей надо продолжать управлять, там, отпустить, сбросить тягу, там, подрулить кайтом. То есть цепляться не надо. Но у человека хватательный рефлекс, его надо как-то перебороть. И вот это поможет это упражнение. То есть не цепляться за планку там всеми силами, там что-то пошло не так, а цепляться телом, ногами как бы висеть, а руками пытаться там чуть-чуть подрулить. Но это в кайте. В вейкбординге такого не будет. Вейкбординг просто прицепился, просто руки лежат свободно, отдыхают там. Можешь так вот покататься, там перехватиться, все, там управления нет, и катер сам ведет тебя. Тем не менее, тоже очень полезный навык. Очень рекомендую. Естественно, под присмотром опытного инструктора, при наличии шлема, жилета, чтобы не убиться. Потому что падать с прицепленной планкой может быть немножко менее приятно. Но мы гоняем на небольших скоростях, поэтому как бы сильно не убьетесь. Всем спасибо, всем пока. С вами был капитан Дэн Змей, профессиональный инструктор по кайтсерфингу и по сейлингу, яхтингу. Скорость 0,3. Цепляешься перпендикуляр доске. Я тебе объяснял на берегу, значит, стартуем с минимальной скорости, просто цепляемся и потом даем power, как и кайт дает. То есть кайтом делаешь мах, you can turn off your kite, if you power. Кстати, закреплено. Что? Веревка зафиксированная? Да, зафиксировано, не бойся, далеко не увидишь. Все, давай вдевай. Ты должен научиться, кстати, один из уроков. Можно тренировать на воде. Надо научиться одной рукой держать планку, одной доску и вдеваться двумя ногами максимально быстро. Прям буквально раз-два. Вот, перпендикуляр. Поехали. Давай, готов? Да. Чуть-чуть еще подавайся вперед. Чуть-чуть. Yes! Цепкое мясо. А? Цепкое мясо. Даже не уронил доску. Так. Давай доску опять поперек. Так и было. Так, сейчас чуть-чуть назад. Ready? Да. Go! Окей, молодец, отлично. Ну! В какой-то момент, когда ты уже едешь, ты начинаешь наступать на переднюю ногу, и у тебя уходит доска вниз. То есть ты должен продолжать сидеть на задней, сидеть на стуле, на задней ноге, а переднюю у тебя выставлена и чуть-чуть поддавливать, чтобы доска постабильнее была. Примерно 60-70% на задней, 30-40% на передней. It's power in backside feet about 60-70%. And first feet about 30-40%. Not too much, not to push too much first leg, because immediately you go down. Yeah. Underwater. Еще раз пробуй. Ну да. Давай, одевайся. Сейчас, подожди, я сейчас. Красавчик! Ready? Да. Поехали. Окей, так держи, выпрямляйся потихоньку. Ну, отлично! You're very fast rider!
especially when you're riding kite, you shoot it there for 1 second, because in one hand you're riding kite, and if you make it slowly and you student, sometimes you not feel enough kite, and kite can turn left right. You should take the board, run, two, and go. Yeah. Тогда все будет хорошо. Ready? Поехали. Попу чуть-чуть вперед подавай, выпрямляй спину. Даже не спину, а жопку вперед. Yes, yes. Ah, ja. Ready? Давай. Давай. Oh, much better. Good, good. Perfect. Super. Okay. Perfect. Oh, like it's jumping. Oh, he will try in different sides. Oh, perfect. You professional.